Сегодня речь пойдет, по моему мнению, об одном из лучших наборов серии Ideas, а именно о средневековой кузнице. Данный набор LEGO был выпущен в 2021 году и состоит он из 2164 деталей. Кузница представляет из себя модульную постройку, давая возможность заглянуть во все комнаты и насладиться внутренним интерьером. Также тут имеются 4 уникальные фигурки и парочка животных, но давайте обо всем по порядку. Данный набор основан на проекте Клеменса Фидлера из Германии. Его проект был представлен в 2017 году и лишь в 2019 получил заветные 10 тысяч голосов, дав возможность набору быть реализованным в рамках программы LEGO Ideas. Когда в сети появились первые изображения набора, многие фанаты отреагировали неоднозначно, так как внешний вид проекта и конечной модели сильно отличался. На самом же деле компания LEGO просто улучшила и дополнила ключевые моменты проекта, сделав его таким, каким мы его знаем сегодня. Давайте же взглянем на саму модель. Размер постройки составляет 23 на 30 см, а ее высота равна 28 см. Крыша щедро укрыта пятиугольными щитами, которые впервые появились в наборах серии Nexo-Knights. Они имитируют черепицу крыши и, как по мне, весьма удачно. На одной из сторон видно, что несколько плиток отсутствуют, намекая на возраст постройки. С другой стороны видна труба дымохода, выполненная из серого кирпича, а также небольшое окно одной из комнат. Парочка песчано-зеленых плиток сверху выполняют роль мха, я полагаю. Элементы такого же цвета можно найти и в основании кузницы, которые, думаю, несут в себе ту же функцию. Сама же кузница выполнена в стиле фахверка. Это такой вид строительства, при котором в основе жилища лежит каркас из дерева, состоящий из вертикальных, горизонтальных и диагональных элементов. Как можете видеть, данный стиль передан очень узнаваемо. Основание кузницы выполнено преимущественно из серого кирпича, за исключением 4 деревянных опор, на которые опирается второй этаж постройки. Теперь рассмотрим двор кузницы. Тут можно обнаружить маленький огород с тыквами, где планируют закопать кость собака хозяина дома. Рядом располагается печь кузницы с различным подручным инструментом и наковальней. Как можно видеть, кузнец работает над ковкой длинных мечей, которые представлены в 3 экземплярах. Печь имеет в своем составе светящийся кубик, который приводится в действие нажатием на клинообразный мех, что является очень классным решением. Нажимая, вы как бы раздуваете пламя в горне. Круто! Сверху рабочее место прикрыто небольшой крышей, на которой красуется вывеска, говорящая о том, что тут живет кузнец. Рисунок на вывеске является принтом, наклеек в данном наборе нет. За бочкой с готовыми изделиями видна деревянная дверь. Куда она ведет и что прячет, расскажем немного позже. Само жилище кузнеца располагается на 2 этаже, и для того, чтобы туда попасть, тут имеется лестница, под ней же скрывается от глаз небольшой склад дров, вход в который частично зарос. Вообще, растительности на территории кузницы хватает, но самой выдающейся является вот эта яблоня, где среди ветвей притаилась зеленая лягушка. Ствол яблони имеет заметный изгиб, что придает дереву более интересный вид, чем обычно ровностоящее дерево. С обратной стороны дерева находится мишень, где оттачивает навык стрельбы вот эта барышня. Один из корней яблони аккуратно огибает рядом стоящий колодец, из которого, видимо, берет воду кузнец. Судя по повозке и установленным на ней щитом, клиентами кузнеца являются 2 рыцарей Черного Сокола. Сама повозка оснащена фонарем, а внутри можно обнаружить мешок. Я полагаю, что там находится оплата для кузнеца, иначе как можно объяснить такой роскошный дом, которым он владеет? Повозку тянет бежевая лошадь, которая при желании может не только опустить голову, но и даже встать на дыбы. В комплекте есть детали, которыми вы можете закрыть вот это пространство, когда лошадь не находится в упряжке. Ну и раз уж все фигурки в сборе, то поговорим о них. Сразу скажу, что все 4 фигурки в таком виде являются уникальными и встречаются только в этом наборе, хотя все их элементы ранее были использованы в других фигурках. Фигурки кузнеца и его жены, ну или кем она ему приходится, имеют двусторонние лица. У кузнеца это выражение лица с прикусанным языком, полное сосредоточение на работе. Лучница же имеет выражение с одним прищуренным глазом, который помогает ей целиться во время стрельбы. Фигурки рыцарей Черного Сокола впервые появились в 1984 году и с тех пор, как можно видеть, неплохо преобразились.
Новый дизайн выглядит замечательно и явно отличается от дизайна первых фигурок Черного Сокола. На этот раз синий принт пальто продолжается на ногах, вместе с выступающей кольчугой и коричневым кожаным поясом. Двойных выражений лиц у этих фигурок нет, зато есть классные наплечники, взятые из серии Ninjago и Star Wars. Плюс им доступны шлемы, оружие и щиты, по одному комплекту для каждого. Теперь давайте заглянем вовнутрь каждого этажа и посмотрим, что же в себе таят стены этой кузницы. Начнем, пожалуй, сверху. Легким движением мы снимаем крышу, под которой располагается спальня. Вторая часть крыши тоже может быть снята, если предварительно снять окно и трубу дымохода, которые ее фиксируют. Единственная вещь, которая удерживает крышу на своем месте, это вот такие пазы, в которые вставляются выступы крыши с обратной стороны. Что касается самой спальни, то здесь можно обнаружить роскошную кровать, шкуру дикого зверя на полу, стол для письма, а также сундук. В сундуке находятся две вещи, это рюкзак и компас. На мой взгляд, немного странный набор, но придираться не будем, а просто примем как факт. Письменный стол с пером и свечкой хоть и присутствует, но не блещет дизайном. Чего нельзя сказать о спальном месте. Вы только взгляните на эту кровать. Она выполнена так, будто предназначена для короля, но никак не для обычного кузнеца. А коврик из шкуры на полу еще больше добавляет статуса этой спальни. Переходим к следующему этажу кузницы. Здесь расположилась кухня. Как можно видеть, места здесь немного не хватает, но тем не менее, все необходимое присутствует, а именно печь, где готовят обед, небольшой разделочный столик с посудой, маслобойка и, конечно же, накрытый обеденный стол с двумя стульями. Эти же стулья являются одной из причин отсутствия пространства, так как выполнены слегка громоздко. Тем не менее, их внешний вид мне нравится. Кстати, под лестницей, которая ведет в спальню, расположилась бочка с водой. Хоть пространства на кухне и немного, но оно использовано грамотно и имеет в своем распоряжении все необходимое. Точно так же обстоят дела этажом ниже, где расположилась мастерская кузнеца. В мастерской, как и полагается, есть различный подручный инструмент. Рядом стоит бочка с заготовками для ковки и стол с уже готовыми изделиями. Примеры готовых изделий можно встретить и на соседней стене. Чуть ниже под ними присутствует склад угля для печи, точильный круг и ящик с рудой. Здесь также присутствует еще одна наковальня, и мне нравится этот оранжевый слиток на ней, изображающий раскаленный металл. В общем, получилась практичная мастерская, где трудиться одно удовольствие. Теперь установим этаж за этажом на место и подведем итоги. Данный набор стал недоступен с 2023 года, поэтому если вы захотите приобрести его в свою коллекцию, то скорее всего придется выложить немного больше, чем хотелось бы. В остальном, это прекрасная модульная постройка с интересными решениями и отличным внешним видом. Можно было бы, конечно, добавить еще пару зверей или еще одну фигурку, но это вы можете всегда сделать сами. А еще вы можете поддержать наш канал, подписавшись и поставив лайк этому видео. Вам не трудно, а нам приятно. На этом все. Всем пока.